Одна моя знакомая попросила перешить худи, а именно вставить в полочку молнию. Вот, она купила молнию, немножко, конечно, не совсем подходящая по цвету, но ничего страшного. Полочка цельно окроенная, и был втачен капюшон, капюшон был с нахлестом. Вот, я распорола до линии плечевого шва капюшон, наметила линию середины полочки мелом и временными стежками. Почему временными стежками? Для того, чтобы нам с внутренней стороны эти временные стежки были видны, куда нам прикладывать полоску клеевого дублерина. Перед тем, как разрезать, я сначала проклеила полоску клеевого дублерина. Получается он у нас, вот там видно, что получается он у нас по середине разреза. У нас получится полоска дублерина 2-сантиметровая. И у нас получится по сантиметру с каждой стороны. И таким образом у нас будет усиление борта перед втачиванием молнии. Вот. Сейчас я вот это вот разрежу. И пояс тоже отметила посередине. Тоже сейчас я его должна разрезать. Но перед тем, как нам разрезать, после того, как мы разрежем, нам нужно будет углубить горловину полочки, потому что наша горловина не соответствует срезу капюшона. Перед тем, как нам намеловать срез горловины для того, чтобы сел капюшон, а капюшон я не хочу изменять, оставлю его также, я должна сначала найти расстояние от линии плечевого шва, срез горловины по переднему срезу. Вот, от плечевого шва я измеряю раствор и измеряю именно за минусом сантиметрового шва, а именно за минусом шва втачивания капюшона. Ну вот, у меня получилось 19,2. Ну пусть будет 19. И сейчас я должна приложить на горловину. Где же у меня будет 19? А прикладывать я буду именно за минусом шва притачивания молнии от среза борта. Если обычно оставляем на шов притачивания молнии сантиметр, я буду брать как можно меньше, где-нибудь возьму 0,7. И получается, я должна до этой линии приложить вот так вот округлой формой сантиметровой ленты приложим, сколько же у нас, где же у нас будет. И получится, что у нас вот примерно вот так. Вот он. И мы сейчас просто красиво, ровненько зарисуем эту горловину. Это я зарисовываю по шву втачивания. Значит, еще мы должны оставить сантиметровый шов, сантиметровый срез. Останавливаем сразу две полочки. Ни в коем случае нельзя останавливать по отдельности. Поэтому полочки я сколола сразу обе вместе. Вот, сейчас отмечу, проверю еще раз. Должно быть 19. Все идеально 19. Вот сейчас еще вот так срежу. И можно останавливать. Оставляем сантиметровый шов от нашей намеловки на шов втачивания капюшона. Вот теперь вот этот капюшон мы должны будем сейчас втачать. Мы должны будем втачать.
Но сначала мы будем притачивать молнию. Перед тем, как нам втачать молнию по срезу борта, мы должны наш подпоротый пояс притачать в том месте, где мы его подпороли. И распорола я его полностью, он был пришит у нас в круговую, но притачала только за один припуск, а именно припуск лицевой стороны пояса. Вот он у меня выглядит вот так вот. Вот эту вот внешнюю сторону я притачала. И притачала именно то расстояние, которое у нас по факту пришито. У меня идет 5,2. То есть получается от линии перегиба я отметила линию притачивания 5,2 и настрочила. И настрочила впритык к строчке распарывания. Вот здесь у меня получился маленький зазорчик. Вот он. Здесь закончена строчка, а здесь начата. Потом мы ее прошьем, ничего страшного. Хочу пометить, что пояс сантиметров 6-7 шириной я усилила, 8 у меня получилось, усилила дублерином, чтобы он не растягивался, потому что ткань жидкая, рыхлая, и, кстати, ткань, хочу сказать, галимая синтетика. Вот, притачала я пояс, теперь нам нужно найти длину молнии. Длина молнии у меня длинная, поэтому мне нужно будет ее укорачивать. И молнию я буду отмерять, длину молнии я буду отмерять методом прикладывания. От нижнего края пояса, от нижнего перегиба, я буду вот так вот брать. Саму полочку держим свободно, а молнию в натяжку. И дальше молнию натягиваем как струну. Ни в коем случае молния не должна быть свободна, иначе она будет после притачивания волной. Вот. Отмечаем нашу границу молнии, где мы должны ее закончить и завершить, за минусом шва втачивания капюшона. Вот у нас шов втачивания капюшона не по верхнему срезу, а на уровне шва втачивания капюшона. Вот я отметила вот эту вот молнию. Границу. Здесь у нас будет ограничитель. Теперь отмечаем параллельность на другую сторону. И получается так, что выше вот этих вот границ я должна убрать зубчики, а ниже вот эти два зубчика, вот эти вот ниже на меловке два зубчика я должна буду запаять. После того, как мы притачали молнию, нам нужно проверить на совпадение линий, которые требуют симметричность. А это сопережение пояса друг с дружкой по шву притачивания и по низу по перегибу. Далее здесь у нас никаких симметричных линий нету по срезу горловины. По срезу горловины у нас должно быть одинаково. Кстати, молнию я не стала перегибать вот так вот домиком, а вот так вот притачала просто. Почему? Потому что капюшон, сейчас покажу, капюшон у нас будет перегибаться. Я, кстати, вот здесь вот распорола все-таки лицевой вырез капюшона, и капюшон у нас будет перегибаться прям вот на вот этой вот тесьме, где мы зубчики оторвали, прям на этой тесьме будет перегибаться. Так вот, и мы его вот так вот обтачаем, чтобы у нас срез горловины был чистым. Ну, дальше покажу. Вот, вот так вот притачали. И сейчас у нас идет такая система, что нужно обработать угол пояса. Вот. По шву притачивания молнии хочу обратить внимание на то, что саму тесьму молнии я практически укладывала со срезом полочки. Или наоборот на 0,1, на 0,2 прятала. Потому что я не стала обметывать срез полочки, срез борта. Почему? Потому что все-таки обметка это толщина. Вот. В области соединения пояса швы разутюжила. Сам пояс, внутреннюю сторону пояса, сантиметров 7 от края среза борта, обметала вот этот вот участочек. И сейчас сантиметра от среза
сантиметра 4-5 сделаем надсечку сразу 2 поясов. Вот так вот сделаем небольшую надсечку для плавного перехода. Вот у нас вот так вот будет. Потом уже в готовом виде. А сейчас мне нужно вот этот вот пояс обтачать. Цепочку беру сейчас. Обтачать с обеих сторон. И у нас будет в вывернутом виде вот так. Сейчас я обтачаю оба пояса. Ну вот что у меня получилось. Я обтачала пояс, молнии вывернула и назад притачала уже пояс за оба припуска. Вот наша надсечка, в котором месте мы направили уже припуск пояса в одну сторону, а в этом месте у нас разутюжено. Сейчас, получается, я строчку соединения уже за оба пояса настрочила ну, как можно ближе к борту. Вот как лапка позволяет, так можно ближе, ее нужно сюда притачать. Здесь вот немножко маленький такой зазорчик остается. Вот такой вот маленький. Ну ничего страшного, он никуда не денется. Мы сейчас проложим отделочную строчку по борту и по поясу, и вот эта вот вся петрушка наша закрепится. Главное, чтобы, когда мы притачиваем пояс, чтобы не было нахлеста, наплыва, а чтобы было ровненько при закреплении и настрачивании 2 срезов пояса, чтобы не было наплыва, вот такого вот наплыва, может быть вот такой наплыв. Вот такой вот на подборте или наоборот на полочке, чтобы такого не было, чтобы было равномерно распределено. Сейчас я должна вот это вот место обметать. И обметать я должна прийти, ну, допустим, к этой вот надсечке, где у нас развернут срез пояса. И попасть строчка в строчку нашего оверлока, то, что мы обметывали крайний срез пояса. Одну сторону я уже обметала, вот обметала. Ниточки вот эти вот я сейчас все заправлю. Я специально не убрала, чтобы вы видели. Вот. Получается, что у нас вот так вот получилось. Сейчас я эти ниточки все спрячу и проложу отделочную строчку по борту и по шву притачивания пояса. В области горловины капюшон я втачала. И вот у нас получается вот таким образом. Вот сейчас вот линия наша перегиба капюшона по лицевому вырезу капюшона. Вот она линия. Была у нас вот. Я ее распорола. И в области притачивания молнии у нас сгиб по лицевому вырезу. Это и будет сгиб при переходе самой молнии. И у нас получится вот так. Вот я втачала, уравнивая сгиб на тесьму молнию. И сейчас я должна полностью горловину все втачала с обеих сторон. И сейчас я должна вот это вот обметать. После того, как мы обметаем, мы просто перегнем вот этот вот и обтачаем строчка в строчку. И у нас вот это вот вывернется и будет чистый срез. А потом уже мы проложим отделочную строчку. Ну вот одну сторону я обтачала. Сначала обметала горловину полностью и обтачала угол капюшона. Вот в обтаченном виде у нас получается вот таким образом. Мы его выворачиваем. И у нас вот он капюшон. Вот так вот получается. Лицевой вырез капюшона вот. По борту у нас будет прокладываться отделочная строчка на 0,7. И сразу же плавно переходить на отделочную строчку по лицевому вырезу капюшона. Сейчас я обтачаю другой угол. Вот он, я оставила его открытым. Мы берем вот так вот. И главное дело, чтобы при обтачивании мы перегибаем лицевой срез капюшона прям впритык вот этой вот тесьме, чтобы не было никакого здесь уступа. Мы вот так вот берем
и обтачиваем. Вот. Строчка в строчку шва втачивания капюшона. Вот отделочную строчку сейчас я буду делать по борту и сразу по лицевому вырезу. По поясу я с одной стороны уже сделала отделочную строчку. И хочу обратить внимание, что по поясу я сделала, не доходя до нужной ширины отделочной строчки по борту. Чтобы у нас вот здесь вот не было крест-накрест, перехлеста. У нас будет отделочная строчка по борту 0,7. И вот столько же я 0,7 не дошла. Получается, сейчас я буду шить отделочную строчку по борту. И у нас вот эти вот швы совместятся. Просто совместят, пересекутся, но никак не будут нахлестом друг на другу. Ну все, сейчас буду делать отделочную строчку. Кстати, ниточки я здесь уже тоже заправила. Отделочную строчку я проложила. Изнутри вот что получается. Никакого зазорчика, ничего не осталось. Молнии не видно. По борту тоже отделочную строчку проложила. И вот у нас главное, чтобы по шву втачивания капюшона было одинаковое, на одном уровне. И вот здесь вот получается вот такой вот внешний вид. Кстати, киперную ленту на горловину я тоже пришила. У меня нету другого цвета. Звонила заказчица, она сказала, пришивай, мне без разницы. Ну, я пришила по спинке. Вот, а здесь получается вот так. Ну, все.